Никто в страшном сне не мог представить, что Россия пойдет войной на братское государство – Украину. Путин нещадно использует своих солдат как пушечное мясо, а Украина защищает свою землю и уничтожает захватчиков. На сегодняшний день убито более 12 тысяч непрошенных гостей. Российская армия сегодня в бешенстве. Они бомбят мирные города, жилые дома, школы и больницы. Люди находятся в состоянии шока и депрессии, а многие между жизнью и смертью. Сегодня, конечно, не до грибов, но я предлагаю немного успокоиться, отвлечься и на несколько минут погрузиться в грибное царство. И сегодня мы поговорим о грибе, о котором много-много споров. Некоторые считают, что это гриб смертельно ядовитый, а некоторые считают, что это лекарство от всех болезней. Мы не представляем себе, каким образом красный мухомор связан с нашей кухней, но многие его активно собирают, сушат и даже покупают за немалые деньги. Для чего же? Какую тайну о себе раскроет нам сегодня красный мухомор? Он смелый, он не прячется, а ярко-красная шапка словно предостерегает об опасности, а все тайны его уходят в самые древние времена, когда языческие верования преобладали у разных народов, и когда люди верили ведьмам, колдунам и пророкам. Это время, когда божественной силой наделялись неодушевленные предметы, растения, животные и некоторые грибы. Шаманы, вещатели и колдуны ели красный мухомор и входили в состояние транса, чтобы общаться со своими богами во время различных ритуалов, песнопений, обрядов и даже во время жертвоприношений. В любом случае, поедание красного мухомора так или иначе связано с его галлюциногенным эффектом, из-за которого гриб представлял особую ценность и даже святость. Но только ли из-за своих, так сказать, волшебных свойств красный мухомор такой ценный гриб? Грибники обычно не обращают внимания на мухоморы в лесу, которых иногда просто огромное множество. Никому и в голову не придет собирать эти грибы, так как в большинстве грибных каталогах черным по белому написано, что красный мухомор – смертельно ядовитый гриб. Однако мнение ученых на этот счет постепенно меняется. Красный мухомор действительно содержит в себе ядовитые вещества, но в таком малом количестве, что для смертельного исхода человеку потребуется съесть более 5 килограмм свежих красных мухоморов. Более того, в истории нет достоверных случаев, когда после употребления красного мухомора наступила бы смерть. Например, достоверно известно, что древний шаман мог на голодный желудок съесть более 20 шляпок красного мухомора. Да, он получал свой галлюциногенный эффект, но это не приводило к смерти. Но, внимание! Это касается только красного мухомора, так как среди мухоморов есть действительно смертельно ядовитые разновидности. А теперь посмотрим на красный мухомор с другой стороны. Оказывается, красный мухомор ценен в первую очередь не своим галлюциногенным эффектом, а уникальными лечебными свойствами. Гриб эффективен как при наружном использовании, так и при внутреннем употреблении. Настои и компрессы из этого гриба помогают при заживлении ран, при ушибах, ревматизме, желудочных заболеваниях, заболеваниях нервной системы, туберкулезе и многих других болезнях. Результаты биохимических экспериментов показали, что в кожице шляпки красного мухомора содержится антибиотик мускаруфин. Это оранжевый пигмент, который тормозит развитие опухолей.
Между прочим, медицинское применение красного мухомора уже легально в цивилизованных странах. В США, Канаде, Великобритании, Японии и во многих других. Из красного мухомора сегодня изготавливают препараты для лечения спазмов кровеносных сосудов, склероза головного мозга, хронической ангины и даже для лечения эпилепсии, разных форм рака и туберкулеза. Ну а в народной медицине красный мухомор применяется просто как панацея, обладающая всеми универсальными целебными свойствами от общеукрепляющих до излечения всех болезней и дарования долголетия. Так как после сушки красный мухомор теряет большую половину токсинов и ядовитых веществ, особую популярность сегодня имеют высушенные шляпки красного мухомора, которые используют внутрь как микродозы. И это очень полезно для здоровья. Рекомендованная доза около 1 грамма в день, но тут все зависит от вашего организма. После окончания войны еще долго ходить в лес и собирать грибы будет опасно, так как российско-фашистские захватчики оставят после себя еще много сюрпризов в наших лесах. Но обязательно придет время, когда мы снова будем без страха отдыхать на природе и наслаждаться ее дарами. И, конечно, будем любоваться одним из красивейших грибов – красным мухомором. А кто-то будет его даже и собирать. Всем желаю крепкого здоровья и мирного неба. Надеюсь, до следующих встреч.